Доброго времени суток. Я сегодня покажу, на мой взгляд, ряд очень интересных позиций. Тоже они взяты из журналов и Дамбретты, из журнала «Шашки», «Шашки-шахматы» в Беларуси. Но это старый журнал, который выпускали в Советском Союзе. В конце очень интересная позиция, конечно, будет очень интересная позиция, но там вот компьютер испортил мне настроение, я честно скажу. Ну, с одной стороны испортил, с другой стороны шикарнейший ход компьютер предложил. И все-таки он там пишет ничья. Ну, посмотрим мы. Посмотрим. Давайте не будем забегать вперед. Вот здесь вот, конечно, если ход черных, то будет вариант отдали. Потом еще раз отдали и разменялись. То есть запирание. Запирание. Красивая позиция. А вот в партии было cb6 и ошибка была. Бесспорная ошибка. Можно было просто, естественно, поменяться. Ничего не было. Ничейная позиция. А вот здесь ошибка. Пауза. И вот такая идея. Смотрим следующую позицию. Здесь ход белых. Ну, то есть, в один момент, чтобы зафиксировать вот эту вот группировку, вышли вперед. Здесь на Е5, пошли до Е7. И вот здесь, собственно говоря, продолжение плана. H2 на G3. Если ходить ЕД6, то будет вот этот вот вариант. И, естественно, не надо ходить на D8. Потому что будет вот эта тактическая идея. А просто пойти b5. И вот такая идея. Ну, на EF6 здесь посмотрите сами. То есть должна позиция тоже выигрываться со связкой. Там, ну, есть там варианты. Не буду долго показывать, достаточно. Посмотрите вот эту позицию. Должна быть она выиграна за белых. А основной вариант вот такой вот. CD6. Бой-бой. Это было в партии. Ну, естественно, АБ6 подхватываем. То есть нельзя ходить БА7. Из-за вот этой идеи. ЕД6. И вот здесь вот, кстати, очень красивая тоже идея. И она практическая. Потому что я сегодня вот проводил тренировку. И пару раз зажим вот этот вот встречался. Ну, другие позиции, они там не совсем чистые. Поэтому я показывать не буду. И они не совсем, то есть, корректно возникали. Я вам даже потом покажу позицию откуда. Ну вот давайте вот этот приблизительный вариант я покажу вам. Ну, вот видите, запирание вот такое вот, самозажим идет. Самозажим. Ну, достаточно красивая вот эта вот, я считаю, идея самозажима. То есть здесь можете дальше посмотреть сами, как оно выходит, где, как. Все варианты, естественно, не буду вам показывать здесь. Так, ну и вот часто встречающаяся позиция, очень часто встречающаяся позиция и ничья за белых. Тоже можете посчитать эту позицию, что у вас выйдет. Ну, давайте я буду потихонечку показывать. Естественно, сильно шашка очень выглядит вот это на Е5, поэтому меняем ее сразу. GF6, и вот гоним мы к этой позиции. FG5. Естественно, на щиты. Ну, здесь совсем все просто. И EF. Но если ходить, конечно, CD4, то просто вот не обращаем ни на что внимания. Просто ходим BA7. Допустим, на C1. Ну, и вот эта вот идея ничейная абсолютно. То есть здесь основной, конечно, вариант это HG3. HG3. Вот здесь вот. На G5. И вот здесь вот не надо жалеть шашку. Надо отдать. И вот здесь вот ничья. И вот здесь вот ничья получается. Далее. Ну вот, интересная достаточно позиция. Как бы вы походили за черных.
То есть, ну, просится вроде бы ход вот этот fe7. И вот здесь вот как раз то, если быстро играть, ну, просится относительно, наверное. ед6, то не хватает темпа. fg5. И вот именно точный ход fg3. И непонятно, что делать. И gh6 выиграно. Но вот здесь вот как раз, то как раз надо ходить. Делаю паузу. Надо ходить fg7. Ну и вот непонятно, куда ходить. Скорее всего, fe3. И тогда вот это вот ничейная идея на fg ba7 просто. Ну вот такая вот ничья, видите. fg7 не совсем красивый, не совсем корректный ход. Но вот кажется, остается здесь все. Но вот именно вот это стоит. cd6, я извиняюсь, стоит на fe3, cd6 стоит. Идея, которая как раз срабатывает в этой позиции. Вот достаточно интересная такая тоже позиция. fg5 пошли. Пошли белые. Ну и вот здесь вот ход такой интересный. dc5. Вот если отвечать de3, то такая вот неожиданная. Она простенькая, но вот самое интересное, что я сегодня смотрел эту позицию, не видел этой комбинации. То есть, после того, как я посмотрел журнал, кажется, все легко, да, элементарно, но после того, как я посмотрел журнал и увидел идею одноходовую, то есть, ну, я понял, что что-то не то в моем мышлении. Ну, вот видите, ставим сюда, и все нормально. И вот я хочу показать вот этот план. Кажется, что здесь как раз-то, ну вот здесь кажется, что что-то должно быть. Давайте посмотрим вариант. Я вам один из вариантов покажу. Интересно наиболее. de7. То есть нападать нельзя. Надо fe5. И вот эта вот позиция ничейная. Уже неоднократно мы ее смотрели. cb4. И вот на этот ход, естественно, тактическая вот такая вот идея. Вот такой вот момент. Единственное, что надо, конечно, посмотреть, наверное, здесь. Так. Что я хотел посмотреть здесь? А, нет. Мы вот смотрели, недавно у меня было видео, вот эту вот идею смотрели. Ну и вот такая. Если ходить сюда, то fg5 будет. И неизбежно вот этот вот вариант. То есть, если сюда, то получается вот это вот скучный шашек. Скучный шашек тоже решает все, собственно говоря. В пользу, то есть вот эти 5 шашек, они не работают, и вот 4 шашки эти держат. Получается. Я вам покажу тут идею просто. Так, ну побили. Ну, я вот не знаю, как тут ходить, кстати. Ну, единственное, что... да, вот может вот этот вот вариант нормальный. Да, я понял. То есть fg5 надо, и именно размен здесь. Ну да, вот это вот ничейная позиция получается. Должна быть ничейная позиция, вот, да. Ну, вот план такой интересный тоже. Надо взять, ну, некоторые, может, возьмут, точнее сказать, на заметку вот этот вот план. И именно нету шашки f4 с подрывом на f5 позицию. Так, ну вот такая вот кратенькая позиция тоже. Если ходить cd4, там в партии было fe, ну, то есть такие вот варианты были в партии. Так, давайте. Партию эту не буду показывать. Там, я считаю, ну, не совсем интересный вариант. Ну, хотя, может, я ошибаюсь. Вот здесь вот как бы походили черные. Тоже такая простенькая позиция. На d2 и bc5. Вот здесь вот стоит удар вот этот вот. На g5 и на e5.
Ну, давайте я покажу основную идею. Если GH, то вот CB4 и прорем. Ну, дальше вы можете сами, собственно говоря, посмотреть там все. Но вот это вот основная идея. Далее, очень интересно. Так, давайте я вам переверну даже доску. Там она возникала, можно было, конечно, еще дальше чуть позицию дать на расчет, но тем не менее, вот такая вот идея есть за черных здесь. Вроде бы позиция совсем плохая, но находится вот этот вот вариант HG3. Если на H4 бить, ну вот основной вариант, конечно, вот этот вот. Кстати, у меня есть какая-то мысль. И вот BC5. Ну да, вот интересно, кстати. Но здесь, да, жертва вот это ничего. Да. Ничейная позиция. Это я уже что-то мне показалось, что тут все хорошо будет. Ну, понятно, надо где-то проводить, ничья. Так, ну основной, вот это вот был, вот это основной вариант, но а мысль основная, это основной вариант, а вот это основная мысль. То есть я хочу провести вот здесь вот. На GT хочу провести вот этот тут удар. На этот ход, естественно, такой ход получается. Так, ну вот такие вот идеи получались. Так, дальше. Давайте здесь я уже переверну. Тоже очень интересная идея. И не совсем она такая стандартная, я бы сказал, за белых. Нестандартная идея. Куда бы вы пошли? Опять такая вот пауза, вопрос. Все мне напоминает почему-то позицию вот это Плакин-Кухарчук. Известную очень. Но там Аркадий Миронович ничью форсировал с интересной идеей. Но она чуть, конечно, другая. Там удары были. Структура другая, но вот ход один и тот же. Ход GF2. Здесь я хочу подчеркнуть, что кажется, что GH2 выигрывает. Но, вот, допустим, вот эта вот идея опровергается из-за вот этой комбинации. GF. Основная вот мысль какая? FG3. И на EF6 размен вот этот вот с выигрышем. Ну вот симпатичная, конечно, позиция. И вот она позиция. Шикарная позиция, я считаю. Красивая очень позиция. FE7. FE5 было в партии. FG3. Вот классный какой ход. И давайте потихонечку посмотрим все. BA7. Что я хочу сказать по поводу вот этой вот позиции, по поводу BA7. Это, конечно, не основной вариант, естественно, не основной вариант. Но здесь есть два решения. Первое это BC7. Вот что я, кстати, сегодня видел BC7. И вот такая вот тактика. И есть еще вариант GH4. Ну, то есть бьем назад. И вот такая вот идея. Если вперед бьем, то получается вот эта идея. Вот эта мысль. Здесь кажется вот хороший ход EF6. Ну, идея хода. На GH4 провести вот эту тактику. Вот эта идея хода. Но на этот ход очень так. BA7 ходим. И вот здесь вот очень красивая позиция возникает. GF2. И вот здесь вот везде самозажим такой вот хороший. Ну, это можно там по-другому ходить. Но самозажим, сущность вот этого, в этой позиции, вот этот самозажим очень красиво. Видите? Очень красивая позиция, я считаю. Самозажимом. Дальше. Есть еще ход GH4.
Ну и тогда вот такая вот тактика красивая. Ну и вот, вот эта вот позиция, где меня постигло чуть-чуть разочарование такое. В принципе, выигрыша не вижу я за белых, кстати. И компьютер показывает такой красивейший ход BC7. Ну вот кто бы мог подумать, BC7, да? Ну, то есть компьютер мыслит по-своему, конечно. Люди мыслят чуть-чуть по-другому, наверное. BA7. И вот такая тактическая идея. Ну, вроде ничья. Пишет, у меня компьютер пишет, что ничья. И вот, в принципе, то выигрыша я не вижу. Но если кто-то увидит, то давайте в комментариях напишите мне, пожалуйста. Ну, вот такой вот вкратце репортаж. Сегодня, я думаю, вам было интересно. Напомню, это старый журнал, подборка из старых журналов. Конечно, шикарная позиция, великолепная. У меня вот есть тетрадь с вырезками Геннадия Ильича Хацкевича. То есть, оставлял он специально, видно, позиции. Может, он подбирал даже. Ну, конечно, преклоняюсь перед Геннадием Ильичем. Потому что, вот смотрю, даже вот эти вырезки журнала, то есть, очень красивая. Собственно говоря, да, ну... Работа, конечно, подборка, вот систематизация велась серьезная очень. Спасибо ему, спасибо, кто, естественно, играл, кто давал вот эти заметки в журнал. Всем, конечно, спасибо и, естественно, до новых встреч.